Всем привет, с вами Ганзи, и это новая серия сюжета цепи судьбы. Спасибо всем, кто проявил актив на прошлой часовой серии, а также спасибо всем, кто поддержал выпуск данной серии донатом. Вы собрали нужную сумму, и серия вышла. Но она вышла не только благодаря вам, она вышла еще и благодаря активу, то есть актив плюс донат равно серия. Почему так, вы, наверное, все уже в курсе. Это все из-за завесы, которая накрывает YouTube. Я не знаю, что будет дальше, пока вроде как еще живем, но на самом деле все как-то не очень круто, особенно слухи ходят плохие. Ну и в связи с этим, кто-то уже в курсе, кто-то прочитал во вкладке сообщества на YouTube про это, мы создали телеграм-канал, а также у меня есть группа ВКонтакте. Вы можете вот в телеграм-канал и в группу ВКонтакте, у кого есть возможность, залететь и если что-то произойдет, то быть в курсе всех событий. Там мы точно с вами не потеряемся. Ну и плюс ко всему ВКонтакте и в Телеграме всякие посты, а также оповещения о новых видосах и стримах выходят стабильно и вовремя, поэтому ссылки в описании. Ну и также, если вы хотите поддержать выход следующей серии уже сейчас, то также ссылки на удобные платформы для доната в описании. И давайте уже начнем. Цепи судьбы, 16 часть. Глава 16. Мост Канаби. Мне казалось, будто бы мое тело зависло между небом и землей. Ощущение того, что оно словно плывет по невидимой реке через всепоглощающую темноту. Я не чувствовал боли и страха. Нет, напротив, был чертовски спокоен. И если это конец, то я счастлив, что последние минуты провел рядом с ними. Из всех возможных вариантов выбрал именно этот, прозвучал тот самый голос, сущность. Обращалась ко мне все в той же спокойной манере. Голос, который невозможно спутать ни с чем, шел отовсюду, поэтому мне трудно было понять, откуда оно вещает. «Ты не послушал меня, обитаучиха, пренебрег словами, что тебе говорили, и в конце концов оборвал последнюю нить судьбы, что связывала тебя с тем миром». «Я говорил уже тебе тогда и повторю сейчас», — сорвалось с моих уст. «Я не собираюсь играть по твоим правилам. У тебя был шанс дать мне покой, но вместо этого ты отправил меня вновь сюда. Чего ты ожидал? Что я вновь пойду по тому пути? Обреку бесчисленное количество людей на страдания и погибель? Хрен ты угадал. Я изменю этот мир и вернусь к Рин». Воцарилась тишина. Мой голос эхом разнесся по пустоте. Затем голос продолжил. «За всеми этими эмоциями ты не можешь разглядеть истинной причины пребывания тут. Человеческие чувства сгубили тебя тогда и могут погубить и сейчас, обитаучиха. Что касаемо Рин Нахары, то мы удивлены ее поступку, а также способности, что она применила. Нам еще многое предстоит узнать об этой любви, как она это назвала». «Оставь ее в покое!» – крикнул я. В покое, там, где она сейчас, не существует понятия движения и покоя. Ты говоришь странные вещи, обитаучиха. Что тебе надо? Решил усложнить мне пребывание в этой жизни? Вовсе нет. Всего лишь предупредить. Так как ты пренебрег нашим советом, то тебе придется принять последствия своего выбора. Об этом мы уже говорили. Последствия? Именно. Мы уверены, что ты полагал, будто бы можешь пользоваться знаниями об этом мире так, как тебе захочется. И это так и было до тех пор, пока ты не разорвал нить своей судьбы. Что ты имеешь в виду, черт тебя подери? Терпение. Выслушай нас. Разорвав эту нить, ты породил множество новых ниточек, которые хаотично разошлись в разные стороны. Существо заговорило явной метафорой, но объясняло довольно понятно. Теперь у тебя не существует воспоминаний, ибо нет той реальности. Ты стер ее своими поступками, основанными на ненависти к нам. Скоро ты сам поймешь, что теперь представляет твой поток воспоминаний. Ты так хотел все изменить,
что в погоне за так называемым счастьем не усвоил урока. Однако мы не намерены обрывать твою жизнь. Напротив, позволим существовать дальше с выбранным тобой путем. Если тебе так не нравятся мои действия, то зачем позволять мне жить? Затем, чтобы понять нечто новое, мы уже получили множество знаний, которых ранее не знали. Можно ли назвать это интерес? Так ведь люди это называют. Да ты просто играешь мной. Разве ты не понимаешь, сколько боли можно принести в этот мир твоим чертовым поступкам? Понимаем, но разве не для этого ты здесь, Обито-Учиха, чтобы исправить ошибки, свои ошибки? Хотя исправляя одни, ты породил новые. Сейчас, правда, это несущественно. Мы будем и дальше наблюдать за тобой. И да, за столь продуктивную беседу мы дадим тебе еще один совет. Помни, зачем ты здесь? Иногда, склоняя колено, можно увидеть то, чего не замечал ранее. На этом все. Тебя ждет будущее. Иное будущее, неведомое никому, Обито-Учиха. «Стой! Что это за советы такие? Вернись!» Но мне никто не ответил. Резкая сила подкинула меня вверх. Глаза начало слепить от приближающегося потока яркого света. Я проснулся со вскриком. Быстро осмотревшись, увидел Рин, которая меняла повязку Какаши, и Минато-сенсея, который сидел рядом. Мы располагались на каком-то камне под листвой огромного дерева, стоящего на окраине леса. Дальше было лишь чистое, зеленое поле. «Обито!» – воскликнула Рин, обнимая меня. «Я так рада, что ты в порядке!» «Отлично, ты пришел в себя», – сказал Какаши. Через маску было видно, что он улыбнулся. «Рин, я плохо помню происходящее», – проговорил я, держа себя за голову. «Неудивительно. Ты потерял очень много чакры. Мы сражались с шиноби камня. Нас почти прижали, как вдруг появился Минато-сенсей. Далее ты применил ту способность своего шарингана, после чего из твоих глаз потекла кровь, и ты свалился вниз. К счастью, сенсей поймал тебя». «Ух, кажется, я начинаю вспоминать. Спасибо, сенсей», – сказал я, кланяясь учителю. «Ха, не стоит. Я очень счастлив, что вы целы и невредимы», – с привычной заботой ответил тот. «А, кстати», – вдруг спросил Какаши. «Минато-сенсей, как вы очутились рядом с нами?» Учитель достал свой кунай и покрутил его в руке. «Мой кунай имеет особую метку. Я всегда знаю, когда его бросили. Также имею способность телепортироваться к любому из своих кунаев. Так я понял, что вы в беде, и поспешил на помощь». «Значит, враги?» – начал я. «Уничтожены», – хладнокровно завершил сенсей. Тут я заметил, что на правый глаз наложена повязка. Сняв ее, пару раз моргнул и ощутил легкую боль, но вполне терпимую. «Обито», – строго сказала Рин. «Зачем ты снял ее так рано?» «Рано? А сколько вообще прошло?» «Думаю, часов 7», – задумчиво ответил Какаши. «7 часов? Мы не могли столько спать, правда, сенсей?» – жалобно проговорил я с надеждой, смотря на Минато. Тот почесал затылок, его лицо исказилось неловкой улыбкой. «Нет, не то чтобы так много. Сенсей, вы отвратительно врете, а Обито обмануть проще, чем ребенка», – сказал Какаши. «Эй, когда-то ты меня обмануть хоть умудрился, дурак Какаши», – злобно сказал я, грозя ему кулаком. Я тебя ненавижу, Обито». Все посмотрели на серьезное лицо Какаши. «Ах, вот как?» – кратко ответил я. «Ха», – улыбнулся Какаши. «Вот видишь, повелся». Я бросился на друга, пытаясь его придушить. «Ах ты засранец мелкий, я за него переживаю, он шутит тут». «Пусти меня, чего разорался-то? Пошутил я, пошутил». Рин тоже засмеялась, уваливаясь в нашу кучу. Минато-сенсей безрезультатно пытался нас успокоить, в результате чего мы накинулись на него. Прошел час. Рин, которая трудилась над нашими ранами, была отправлена отдыхать первой. Какаши провел разведку местности, но после использования чидори его запас сил был маловат, поэтому сенсей велел ему отсыпаться. И снова мы остались вдвоем. Не считая небольшой боли в глазах, я чувствовал прилив сил, будто бы дыхание самой жизни наполнило меня. Освобождая от заточения в тюрьме собственных страхов, я вышел в поле, глядя на звездное небо. Никогда я еще не радовался таким простым вещам. Прохладный ветерок обдувал мою кожу, которая тут же покрылась мурашками. Хотелось ущипнуть себя, но все еще было страшно. Вдруг это сон? Может, я опять в пещере? А чья она? Неважно. Теперь, когда я пересек
пересек ту черту, начнется совершенно иная жизнь. Однако существо все еще недовольно. Оно напомнило мне о последствиях, и это чертовски настораживает. Поэтому нужно придумать план действий. Как только я попытался вспомнить ту жизнь, в висках резко заколотило. Жгучая волна боли прошлась по всему телу. Я упал на колени. Казалось, что голова вот-вот лопнет от напряжения. Перед глазами стояли бессвязные картинки. Сотни тысяч событий. Я не успевал запомнить их, потому что они пролетали с невероятной скоростью. Мне надо ухватиться за осколок памяти. Мелькала единственная четкая мысль. Собравшись силами, я сконцентрировался и остановил хаотичный поток. Кого же я хотел вспомнить? Мадара Учиха. Его план. Часть воспоминаний, словно удар, врезалась мне в память и встала перед глазами. Я рухнул, тяжело дыша, чувствуя тряски. «Обита, очнись, что с тобой?» – обеспокоенно твердил Минато, взяв меня на руки. «Сенсей!» – прохрипел я, приходя в себя. «У тебя кровь из носа идет. Боги, надо было отправить тебя отдыхать раньше». «Нет, учитель», – ответил я, слезая с его рук. «Это минутная слабость». Теперь ясно. Существо говорило об этих последствиях. Оно обратило мое внимание на ниточки. Видимо, теперь я вижу множество различных миров, в которых я выжил, но каждая версия меня делает свои поступки. Твою ж, это серьезно усложняет жизнь. За каждое воспоминание мне придется платить. И не факт, что при очередном таком сеансе я не помру. Дело скверно, но несмотря на новые трудности, я ухватился за нужное воспоминание о Мадаре. Сейчас важно не потерять эту нить, ведь уничтожив его, я смогу избавить мир от множества проблем. Но один я не справлюсь. «Минато-сенсей», – проговорил я, глядя в глаза учителю. «Что такое, Обита? У меня будет к вам 2 просьбы, когда мы закончим нашу миссию». Минато посмотрел в мои глаза крайне проницательно, затем серьезно кивнул, понимая, что дело действительно важное. Утром Какаши и Рин были полны сил. Хороший отдых и правда творит чудеса. Я тоже постарался поспать, но мысли о предстоящих битвах меня настораживали. Крайне быстро собравшись, мы отправились к цели. Мост Канаби. Крайне мощное строение. Много лет его модернизировали и укрепляли. Канаби-Кьё. Мост, где боги не помогут. Весьма говорящее название. Вот и сейчас мы оказались в ситуации, где даже небожители вряд ли смогли бы нам помочь. Дело в том, что, прибыв на место, перед нашим взором предстала огромная колонна. 1000 шиноби из деревни, скрытой в камне, перемещались на нашу сторону. Они заняли всю длину моста обозами с провиантом и оружием. К счастью, сейчас они стояли на месте. Я с ужасом глянул на остальных. Не могу поверить, что они уничтожили его при таком колоссальном количестве врагов. Хотя что-то мне подсказывает, что это очередной эффект от изменения мной прошлого. «Разве они должны быть здесь?» – спросила Рин, внимательно вглядываясь. «Насколько я помню, наши силы должны были оттянуть основные группы врага». «Да», – задумчиво ответил Минато. «Сенсей, разве вы не уничтожили большую часть передовых сил противника?» – вопросил Какаши, явно удивленный численностью врага. «Честно говоря, я сам в недоумении. Разведка не докладывала о резервах, они здесь явно не случайно». Я посмотрел на Какаши и проговорил. «Быть может, те шиноби камня, что захватили Рин, решили предупредить своих на всякий случай? Возможно. Но на момент сражения они оба вертелись вокруг нее, пытаясь вытащить информацию. Рин хорошо сопротивляется гензюцу. Думаю, что эта атака была спланирована давно, а мы просто попали в этот временной промежуток». Минато кивнул головой. «Согласен. Если бы силы врага знали, что мы здесь должны атаковать, то задача была бы серьезнее. Но я не заметил никакой угрозы или слежки за нами. Сами того не зная, мы накрыли основные силы противника. В любом случае, сейчас это не важно. Наша задача – уничтожить мост любой ценой». Сенсей достал карту и указал на окрестности. «Но я не могу рисковать вами, поэтому хочу, чтобы вы просто в случае чего прикрыли отход. Здесь есть безопасная тропа. Какаши, как Джонин, знает о местах, где стоят ловушки, поэтому, ребята, вам нужно отступить в случае опасности». «Учитель», – возмутилась Рин, – «вы думаете, мы вас бросим после того, через что нам пришлось всем пройти?» «Согласен с Рин.
кивнул Какаши. Более того, я не могу провалить свою первую миссию в качестве Джоунина, и так слишком много ошибок сделал. Я положила руки на плечи Рин и Какаши и, улыбаясь, сказал: «Ха, я, конечно, не Джонин, как хвостун Какаши, но тоже не намерен сдаваться только потому, что на их стороне численный перевес. Мы не дети, сенсей, а шиноби листа, вы можете на нас положиться». Минато опустил голову, затем слегка ухмыльнулся и проговорил: «Даже если я отправлю вас, то вы обязательно вернетесь, так?» «Да», – дружно ответили мы. «Ха, кажется, я в меньшинстве. Ладно, но нам нужен план, я не собираюсь допустить, чтобы кто-то из вас погиб». Взгляд сенсея был крайне серьезен. Казалось, что одна мысль о нашей смерти вызывает в нем неудержимую ярость и боль. Я взглянул на мост. Он выглядел весьма крепким. Видимо, его совсем недавно модернизировали. «Идти туда всем вместе будет глупо», – процедил я. «Но и малейшие группы могут быть бесполезны», – высказал контраргумент Какаши. «К тому же у нас мало времени, да и взрывчатых печатей может не хватить на такую внушительную конструкцию», – подытожил Рин. «Верно. Если бы у нас было больше времени, то рассчитать и распределить взрывчатку не составило бы проблем», – согласился Какаши. «А что если...» «Сенсей, у вас есть план моста?» «Да, деревня, скрытая в траве, выдала его вместе с остальными бумагами», – ответил Минато, вытаскивая чертеж из сумки. «Кажется, я понимаю, к чему ведет Обита», – радостно проговорила Рин. «Я тоже», – сказал Какаши, всматриваясь в листок. «Ты хочешь найти слабое место?» «Да, я практически уверен, что его не успели полностью отреставрировать. Если приглядеться, то видна старая кладка». Присмотрелся Минато. «Да, насколько я помню, первый вариант моста строился из довольно дешевых материалов. Перед войной деревня скрытого камня и деревня, скрытая в траве, совместно начали починку моста, который предполагался как торговый путь. Видимо, обе деревни хотели использовать его в военных целях». «Очень предусмотрительно», – задумчиво проговорила Рин. «Вот если я правильно понимаю, эти две колонны являются наиболее уязвимым местом. Если заложить туда взрывчатку, то обе половины моста рухнут в реку». «Да, только остается вопрос, как нам проникнуть туда. Хоть и мельком, но я видел посты, что расставлены вдоль обеих сторон. Хоть сейчас обозы не двигаются, но вскоре они могут продолжить движение, и будет поздно». Наступила тишина. Каждый из нас понимал риск. Если хоть кого-то поймают, это автоматически станет провалом операции. Каким бы легендарным ниндзя ты не был, страх смерти всегда живет внутри твоей души. «Пойдем, я и Обита», – сказал Минато, смотря на меня. «Что?» – вопросила Рин. «Сенсей прав», – тихо проговорил Какаши. «Как бы это ни было печально, наши шансы быть обнаружены гораздо выше, чем у них. Учитель имеет технику летящего бога грома. Обита обладает шринганом, способности которого до сих пор мне непонятны». Рин взглянула на меня с беспокойством. Она волновалась, что я потрачу слишком много сил. И тут правда ее. Максимальное использование Камуи – 5 минут, не больше. Также частое использование его без улучшения моего тела, которое сделал Мадара, может привести к полной слепоте. Теперь я не могу так просто разбрасываться своими силами. Действовать нужно крайне осторожно. Тем не менее, я готов рискнуть. «Согласен, я и сенсей побудем подрывниками, но все же небольшая отвлекающая диверсия была бы кстати». «Да? Какаши, Рин, вы справитесь?» – спросил Минато, вопросительно взирая на них. «Мы не подведем», – решительно ответил Какаши. «Да, сделаем все, что в наших силах», – согласилась Рин с серьезным лицом. «Хорошо, берегите себя и живите во что бы то ни стало. Я верю в вас». Мы сложили руки в центре своеобразного круга. Рин положила свою ладошку поверх моей и крепко ее сжала. Подняв голову, я увидел ее карие глаза. Они умоляли меня быть осторожнее. Я резко кивнул, когда Рин легонько улыбнулась и протянула мне свои взрывчатые печати. Какаши отдал свои Минато. Через минуту мы разошлись. Каждый из нас понимал, что именно сейчас пора показать, что все это время мы не зря считались одной из лучших команд в Конохе. Казалось, что время застыло. Секунда казалась часом, минута сутками. Наконец я услышал, как часть шиноби камня зашевелились и двинулись в лес. С другой стороны моста было аналогичное действие. Время пришло. Сенсей достал кунай, резко метнул его в сторону цели, после чего улыбнулся, похлопал меня по плечу и тут же исчез. Он брал на себя правую часть моста. Моей задачей было заложить взрывчатые печати слева. Сердце бешено колотилось в груди. Несмотря на то, что я все
все еще помню, каким опытным шиноби я был, внутри все трепещет. Словно мне вновь 13 лет. Выдохнув, я собрался силами и активировал шаринган. Сейчас мои глаза в норме, поэтому единичное использование камуи не навредит мне. Я почувствовал, как работа правого глаза усилилась. Пространство начало очень быстро искривляться, будто бы мое тело сворачивается в спираль. Еще секунда, и вот я на мосту. К счастью, благодаря наличию обоих глаз, я могу точно определить точку своей телепортации, несмотря на приличное расстояние. Так мне удалось попасть в щель между колонной и стойкой, что соединяло ее с другой несущей частью. Аккуратно выглянув из тени, я убедился, что охрана по-прежнему расследует шум со стороны леса и стоит ко мне спиной. Определить старую кирпичную кладку оказалось легко. Я ловко перемещался по колоннам, распределяя печати. Времени оставалось крайне мало, надеясь, что Рин и Какаши не попали в западню. «Капитан, вы слышали?» – прозвучал голос сверху. «Возможно, что врагу известно наше расположение. Так какого черта вы еще не поймали их? Если ниндзя Канохи прознают о наших планах, то это подставит под угрозу всю операцию. Нет, даже войну. Немедленно выслать в лес поисковые отряды живыми, доставить их ко мне». «Капитан, капитан!» – появился еще один голос. «Ну что еще? Ты бы погромче орал. Каноха придет тебе и напихает сюрикена в задницу. Простите, но это важно, что прислал измененный план». «Как?» «Это все из-за желтой молнии. Вчера он уничтожил более 200 человек. Все крайне опытные джоунины». «Твою мать, этого ушлепка нам не хватало. В каком квадрате он был замечен?» «В Е4». «Хорошо, это довольно далеко от нас». «Ага, понял. Так, всем начать движение. Наш шпион выдал секретные тропы. Мы нанесем Канохе сокрушительное поражение». «Есть!» – дружно ответили шиноби. «Это нехорошо. Выходит, что если я не заберу эту чертову карту, то все может стать хуже. К тому же, там наверняка есть полезная информация, которую наш штаб хотел бы узнать». Я установил последнюю печать на промежуточную опору, после чего вновь применил камуи. Несмотря на то, что все мои воспоминания о прошлой жизни перемешались в непонятную кучу, боевые навыки по-прежнему прекрасно работали. Мне не совсем понятно, как же теперь работает этот механизм воспоминаний. В любом случае, сейчас главное не это. Проходя сквозь кирпичную кладку, я высунул голову из боковой части, что напоминало своеобразные каменные перила, и только я начал осматриваться, как надо мной нависла огромная задница в красных штанах. Она медленно приближалась, совершенно не подозревая о моем присутствии. В ужасе я нырнул назад. Делать нечего. Раз уж этот толстяк присел, то у меня есть шанс. Воткнув кунай в щель между кирпичами, я взобрался и оказался за его спиной. Карта, как ожидалось, выпирала из сумки. Убедившись, что меня не видно, я тихо начал вытаскивать ее, но тут мост закачало. Это означало, что печати сенсея активировались. Следовательно, мои тоже должны. Но этого не произошло. Мост начал частично рушиться. Толстый капитан вскочил на ноги и заметил, как я пытаюсь тащить у него важный документ. «Ты? Я уже ухожу», – выпалил я. В этот момент он схватил меня за руку, что есть мочи. Мои ноги уперлись в его грудь и оттолкнулись. К счастью, карту вырвал. Я полетел вниз. Печати все еще не сработали. Какого хрена? Нельзя дать врагу уйти. «Катон, гоукаки на джутсу!» Огромный огненный шар понесся в сторону печати, что я заложил на концевую опору. В ту же секунду я болезненно ударился о водную гладь. Барахтаясь в воде, я услышал приглушенный хлопок. Сверху резко все потемнело. Через несколько секунд еще несколько взрывов. Куски моста падали в воду. Из последних сил я уклонялся от них. Воздух в легких кончался. В глазах начинало мутнеть. Теперь стали падать люди. Их тела были изуродованы ударом о куски моста, что они утонули и торчали из воды, словно колья. Перед глазами проплыло тело того самого толстяка. Его глаза были стеклянными, тело раздроблено, а грудная клетка распорота. Скорее всего, бедняга упал на что-то острое, отчаянно пытаясь всплыть. Я все больше тратил кислород. Силы оставляли меня с каждой секундой. Я совершил отчаянный толчок от тонущего трупа. Мне удалось вынырнуть на несколько мгновений и вдохнуть немного кислорода, после чего я вновь погрузился под воду. Мозг отчаянно пытался найти способы спастись, но тело изнемогало от усталости. Я хотел применить камуи, но нехватка сил дала о себе знать.
Перед глазами все плыло и мелькало, было невозможно сосредоточиться. В эту минуту меня что-то схватило за руку, которая все еще выступала из-под воды. Это нечто вытянуло меня наверх, прямиком на кирпичные глыбы. Я выплевывал воду, болезненно откашливался, жадно вдыхал воздух в попытке насытиться кислородом. Осознав, что у нас все еще идет битва, мне удалось открыть глаза, но, к моему удивлению, все было тихо. В нескольких метрах от меня на куске колонны от моста стоял Какаши. Он ловко добивал еще живых шиноби. «Какаши?» – спросил я, все еще кашляя. «Хорошо, что я заметил, куда ты падаешь. О чем ты думал, Обита?» «Прости!» – весело крикнул я, вытирая влагу с лица. Когда я делал это, то понял, что карту не отпустил. Изрядно промокшая бумага все еще держала нарисованные на ней важные указатели. Хорошо, что военные документы стали делать такими водостойкими, а то вся моя затея могла бы дорого обойтись. «Что это у тебя?» – спросил Какаши, перемещаясь ко мне. «Это самая настоящая карта из позиций и путей перемещения!» – восторженно проговорил я. «Не может быть!» Мой друг выхватил бумагу и внимательно осмотрел ее. Его лицо резко изменилось. «Наконец-то! Теперь и у нас будет преимущество. Больше никакой войны вслепую. Обита, ты понимаешь это? Теперь мы на шаг ближе к победе!» Какаши положил мне руку на плечо, в его глазах читалась искренняя радость. «Да, мы покончим с этой чертовой войной. Ничто не остановит нашу команду!» «Ребята!» – крикнула Рин. Мы подняли голову. Она была с Минато-сенсеем, который махал нам рукой. Я был ужасно счастлив, что они в порядке. Солнце стремилось к своему зениту, освещая водную гладь. Разрушительный мост, что должен был служить для мирных целей, стал мостом кровавой бойни. Столько жертв, столько крови и смертей. Эта война не знает жалости ни к кому. Мы шиноби, оружие своих стран. Если сначала смерть пугает до ужаса, то сейчас, увидев сотни тысяч погибших, задумываешься, а не монстр ли ты, раз теперь для тебя жизнь другого шиноби лишь преграда к победе. Так или иначе, несмотря на мою неспособность полностью восстановить картину своего прошлого, я всегда буду помнить, каким ужасным человеком был. Именно поэтому я хочу скорее прекратить эту войну, хоть нам и придется идти через гору трупов. Продолжение следует.